Ребята, всем привет! Короче, находимся, вы уже, наверное, видите, где мы находимся. На плодоносящем саде черешни. В общем, подготовили для вас очень интересный выпуск. Ребята первый год взяли уже работающий сад. Ребята с центральной России. В общем, уже взяли готовый работающий сад черешни. Поговорили о ценах, вообще о доходности, о трудностях, ну и о шикарной погоде в Краснодарском крае. Всем приятного просмотра. На всех деревьях по-разному. Но вот с дерева бывает там и по 5 ведер приносит. В ведре 8 килограмм. Ну, то есть 40 килограмм с дерева. Ну, это вообще... Мы вчера просто снимали сад молодой, закладки, вот именно интенсивной технологии. Ну, и там еще кусты, вернее, кусты, говорю, деревья еще не плодоносили. Ну, вот здесь у нас это 8-летние деревья. Как? 8 лет дереву. Вот этому саду уже 8 лет? Да. А сколько вообще у него потенциал? Вот так вот рассказывают. В среднем 25. 25 лет? Да. Тут ни капли, ничего, такого ничего нет? Им не требуется. Тут подвой антипка. У него корень уходит вот именно вглубь. Угу. А есть подвой другой, не помню название. У него корень вот так вот по земле расположен, там нужна капля. А тут вот он берет все, что надо, без капли. И сколько сейчас вот территория сада общая? Общая 6, засажено где-то 5,5. 5,5 гектара. Да, там чуть-чуть маленький кусочек не засаженный. Ну, мне на скидку кажется, что тут только на вот этом ведро целое висит. А какой сорт? Вот это вот Наполеон красный. Наполеон красный. Поздний сорт. Вообще ништяк, конечно. И какая сейчас цена на нее? Разная, каждый день разная. В среднем, допустим, вчера продавали. Вчера по 70. По 70? Угу. Всего. Потому что, ну, если бы мы сами начали возить на тот же самый рынок, вот хотя бы там в Славянск, Новороссийск, то продавали бы дороже, но у нас просто не было возможности выстроить вот эту вот всю систему. Быстро. Поэтому, да, ну, продаем по самым низким ценам, ну, просто чтобы хоть что-то заработать в этом году. А люди-сборщики сколько сейчас получают? 20 с килограмма. 20 килограмм. Там где-то приемка, да. Они взвешивают. Да. А как вообще качество сборки вот у людей? То есть они действительно отбирают или... Они отбирают, конечно, да. Бригадир проверяет, если они там собрали что-то, ну, там, мелкую, допустим, или полопанное, она все это выбраковывает, не считает им. Ну, то есть они замотивированы в том, чтобы собирать качественно. Сколько в день они собирают, вот один человек? Один человек в среднем килограмм 70 собирает. Но была у нас одна звезда, она вот, к сожалению, уехала к детям, ей надо было. Она рекорд поставила 155 килограмм. Со скольки до скольки? С 7 утра до 4. До 4 они собирают? По-моему, она даже в тот день в 3 закончила. Ну, а так вот рабочий день с 7 утра до 4. И вот в среднем... Обязательно надо собирать, чтобы... Ну, отрывать? Обязательно с ножкой, да. Обязательно с ножкой, потому что иначе она лежать не будет. И обязательно вот эти вот штучки надо оставлять на дереве. То есть вот некоторые там молодежь приходят, кто неопытная, вот. И они отрывают вот с этими вот маленькими деревяшечками. Их отрывать ни в коем случае нельзя. Да, на них закладывается урожай. Так, я думал, просто так цик-цик, но оказывается нет. Нет. Да, оно тоже быстро. Вот надо просто приноровиться, дергают за ножки и все. Еще раз напомню, какого числа вы уже зашли на поле, скажем? Мы 7 июня подписали договор купли-продажи. 6 вечера мы прилетели в Краснодар. 7 утром мы подписали договор. 8 мы поехали, купили вот УАЗик, чтобы нам было на чем в сад резко вообще приезжать. Вообще резко. И 9 начали сбор. Соответственно, первые ранние сорта уже были собраны вот предыдущими владельцами. Молодцы, они такие тоже. Молодцы. Да, самую, наверное, сладкую цену, да, ранее сорта повыше цене продают. Ну, там 150, 170 даже можно. Ну, это у нас банк сильно подвел. Мы очень долго ждали. Мы там часть кредитных средств заходили. И
банк очень долго нашу заявку рассматривал. Почему с самого начала не решили вот самим посадить, допустим, сад? Сейчас же много, тем более в вашем регионе, много субсидий, грантов и прочих вещей. Ну, изначально, да, я думала, но потом я посчитала, что если купить уже готовый, то даже если что-то не так, вот, ну, как в этом году, вот, что у нас большая часть урожая осталась на деревьях, свой, когда сажаешь, надо ждать минимум 5 лет Да. до начала плодоношения. А тут, даже если ты первый год у тебя неудачный, второй год ты уже Уже в получишь. теме. А в принципе вложения, ну, примерно такие же, потому что это ж надо и землю купить, и посадить, и ухаживать. Уход же 100%. это, ну, в течение 5 лет, пока начнет плодоносить, ухода же много тоже требует. Вот. И вот эти вот все субсидии и гранты, это все интересно. Я пока вот сама туда глубоко не залезала, но вот кто с этим сталкивался, говорят, что ну, не всегда оно так интересно, как кажется, потому что, чтобы получить грант, тебе надо трудоустроить 5 человек. А что значит трудоустроить 5 человек? Платить зарплату. Зарплату платить, все налоги платить, исчисления платить. И, Ну, у нас- соответственно, оно то на то и выйдет. Как примерно. правило делают? Нанимают родственников, ближайших к себе на работу. Вот этого я не знала. Нанимают себе родственников, то есть это тебе там, ну, если муж получил грант, берут супругу там. Не, ну брата это и можно так далее. сделать, но с любой зарплаты 43% отчисления, вот 100%. всякие эти ну вот эти вот медицинский фонд и все прочее. Мне интересно, как вам вообще пришла идея сад по черешне, еще и в Краснодарском крае, и плюс в Иваново? То есть вот с чего родилась идея, где увидели, подсмотрели? Интернет. Ну, то есть хотели попасть, я правильно понимаю, что раньше к сельскому хозяйству отношения не имели? Очень косвенно имели. То есть у нас вот текущий бизнес, который у нас есть, мы закупаем продукцию у сельхозпроизводителей, мы там закупаем лен у сельхозпроизводителей. Вот. И, но я понимаю, что вот тот человек, который в самой начальной цепочке звена, он даже если будет продавать по маленьким ценам, он никогда не проиграет, потому что ну, людям есть всегда надо. 100%. Вот. Поэтому интерес к этому был. Но, естественно, там, когда было намного меньше лет, интереса к этому не было. Оно как-то с годами, наверное, приходит. 100%. Вот. А почему, ну, именно черешня? То есть вот сейчас у нас, ну, не знаю, в курсе вы, не в курсе, вообще, в принципе, в тренде сажать клубнику. И да, я Сейчас знаю, в курсе. Только ленивые ее не садят. И мы смотрели, когда смотрели этот сад, смотрели еще другой. Там у мужчины 2 гектара, по-моему, черешни посажено, и 2 гектара клубники. Одна вот, ну, часть закрытая в теплицах и часть в открытом грунте. Это не в Славянске? По-моему, да. Это вот нам следующий видеоролик предложили там снять. Эдуард зовут. Да. Вот. Угу. Почему мы там не выбрали? Там вот прям выстроено как система все, потому что мы выбирали, чтобы это было сезонно. То есть вам удобно, приехали Да. сюда? Потому что мы не хотим тот бизнес бросать, мы хотим и то, и то. А тут очень удобно, что все обработки вот по черешне начинаются с середины февраля. Угу. И вот в обычный год, этот год просто с запозданием, сезон наступил, в середине июня ты уже заканчиваешь сбор, и тебе только осенью надо сделать обработки вот перед зимой, и все, остальное время ты свободен. Клубника это, как правило, ну вот... Это там, весь год. Да, Это весь год. почти на весь год нас такой вариант не устраивал. Яблоки тоже получается. Если яблоки, там обработки начинаются почти как у черешни, сбор урожая позже. То есть нам именно важно было, чтобы вот меньше времени находиться здесь, чтобы у нас была возможность и то, и другое делать. Вот так. Угу. И давайте вернемся все-таки к этому саду. Почему постигла идея его продать? И ну, насколько это нужно продать его? Ну как, черешней все равно хотим заниматься. Угу. Однозначно. Да, Есть. однозначно, потому что даже с учетом вот того, что мы в этом году так вот ну, поздно купили и большая часть урожая осталась просто на деревьях, я вижу, как это прибыльно. И раньше не было понимания объема. Вот 6 гектар для человека, у которого вот, ну, ничего не было. Много это или мало? Непонятно. Там собрать 30 человек на сбор, это много или мало? Тоже Да. непонятно. Сейчас мы это все попробовали, и мы поняли, что я хочу побольше масштаб. А, еще больше хочу.
Ну, то Вот есть так вот. я понимаю, что 6 гектар это, ну, немного, и тут вот в окрестностях, ну, очень трудно масштабироваться. Почему? В связи с Потому чем? что, ну, вот все земли, которые рядом, они выкуплены, и их, ну, не планируют продавать. То есть это если где-то вот еще совершенно в другой локации купить, ну, допустим, но все равно несколько километров, это будет Неудобно. разбросано, неудобно. Это надо, чтобы в одном месте, и я понимаю, что это, ну, хотя бы гектар 20 надо. А сколько вот на ваши 6 гектар требуется людей на сбор? Ну вот оптимально, нормально. Ну, мы считали, что идеально было бы в этом году, чтобы у нас выходили по 30 человек, но не каждый день. Не каждый день. Да. Угу. Это И, в получается... принципе, это очень легко организовать, как мы поняли, потому что мы сейчас вот в Ахтырском 20 тысяч населения только. Рядом у нас Холмская, там такое же примерно количество населения. Рядом Абинск, где в 2 раза больше населения. То есть это уже в 4 раза больше. Вот если хотя бы просто договориться там с маршруткой, чтобы даже вот не бригады находить, а просто маршруткой рабочих привозить. Ну, условно, там где-то место сбора на остановке 38, все Да, туда да, приходят, загрузили. Да. А почему бригады не понравились? Ну, только одну бригаду звали и... Обожглись. Да. Это на самом деле очень трудно в плане... Есть люди, действительно, которые приходят заработать, а есть алкоголики и бомжи, которые будут сидеть. Не, наверняка есть хорошие бригады, просто у нас не было времени искать. А просто так не 30 было человек, времени. в принципе, это достаточно. Да, Ну, это вот как раз одна бригада в среднем, они да, плюс-минус вот так вот и есть. да, Людям сколько... за сбор мы сказали, что 20 рублей они получают за килограмм. да. Но я смотрела объявление, что где-то там 25 платят, поэтому, возможно, в следующем году 25 будем платить. То есть фактически тоннаж это где-то 3 тонны разового сбора планируется здесь собирать. Так, если 30 человек, Ну, плюс-минус. ну это 2 тонны я прикидывала. 2 тонны, да? Да, в среднем человек 70 килограмм собирает. И это будет полностью все 6 гектар собрано. Это будет не в самый урожайный год. В самый урожайный год больше надо. Это вот в такой, в средненький год. Угу. Ну, урожайность вот сама вы как оценивали? Смотрели? Ну вот то, что в этом году урожайность была, то, что я вот прикидывала, хорошая урожайность. В этом году, скажем, черешня насыпала, да? Да. Не заморозками, соответственно- не побила ничем, да? Да, соответственно, оно регулируется, когда ее много, цена падает. Когда ее мало, ты хоть меньше соберешь, ты дороже продашь. В принципе. Принцип то на то это и выходишь. Да, Плюс-минус. да. А вообще вот с покупкой такого уже готового сада, наверняка вы просчитывали, нет, окупаемость? Просчитывала, да, если бы мы все сделали, вот, ну, если бы мы заранее приехали, выстроили всю систему, как вот мы сейчас уже понимаем, ее надо было сделать, окупаемость 1,5 года. За 1,5 года можно окупить сад? Да. Если не секрет, его продали в какую цену? Секрет. Все, я понял. Коммерческая тайна. Да. А еще продавали какие-то сады? То есть много у нас, в принципе, по краю их продается? Мы смотрели именно черешневые. На тот момент вот этот был черешневый и вот в Славянске. У Эдуарда. А сейчас Да. уже еще какие-то есть, да? Не смотрела сейчас. Но вот сколько я мониторила, там месяца 3-4 новых не появлялось. То есть люди, я так понимаю, держатся за эти бизнесы. Нам этот сад продали почему? Потому что, ну, там просто личное у людей было, им надо было срочно уехать. У них там на отце было все завязано, отец умер. И, ну, в общем, по семейным. Ну, действительно, да, я не видел, чтобы вот Обстоятельства. такие вот черешни продавали. Это ж манна небесная, это золотая скважина, наверное. Да. А не думали, чтобы сейчас, например, там на какую-то розницу выйти? Я это все думала, но мы, вот, понимаешь, мы приехали и окунулись полностью сюда. У нас не было бригадира, не было ничего. Мы вставали в 6 утра. Я сама принимала, вот, взвешивала у всех сборщиков. Просто не было времени подумать и выстроить систему. Это потом вот мы бригадира назначили из сборщиков, вот, Свету, и уже как-то вот стали думать, ну, время, все это упущенное время. Да. То есть система уже в голове есть, как это сделать.
По технике. Говорите, нанимали технику. Не сталкивались уже, например, в этом году с такой проблемой, там звонишь трактористам, он где-то. В этом году уже все позже пошло, то есть пшеничные. Не, мы нанимали пока только на покос травы, а то, что вот технику перепахать междурядье, потом не помню, как называется, вот между деревьями она так вот тоже убирает траву. Это у нас все есть у соседки, и мы с ней договорились, то есть она нам готова все давать в аренду. Вот хорошо. Тут соседка хорошая. А соседка чем занимается? У нее виноград и груша. И тоже черешню хочет сажать. Виноград какой, столовый? Нет, Или винный который. Винный. Ой-ой-ой. А это вот ранняя и мелкая. Вот с этой не знаю, чего делать. Она вот прям тоже гроздями. Но я так думаю, если бы мы раньше начали сбор, то мы бы ее собрали и по более-менее нормальной цене продали бы. Вообще, посмотрите, как грозди, да? Да. Ну и мне агроном сказал, что если сделать обрезку, то она будет покрупнее. Получается, количество ягод будет поменьше, но за счет того, что они будут покрупнее, вес получится с дерева тот же. Капец. Агронома как быстро нашли? Агронома я нашла на удаленке. Он работает в черешневом саду где-то километров за 200 отсюда. А где? Всю жизнь проработал, не помню. Ейск? Нет, другая сторона. Вот до Краснодара надо доехать и чуть-чуть за Краснодар. Там у них 180 гектар. И он сказал, что не вопрос, я тебя буду за 10 тысяч в месяц консультировать. Лояльно. Да, очень. Очень лояльно. Ну, не приезжать, просто вот удаленно. Ну, он сюда, мне этот контакт дала вот соседка, опять же, он к ней выезжал. Ну, не постоянно, а Ну так да, вот, если когда какой-то что-то. экстренный вопрос, выезжай. Да, естественно, за дополнительную плату. Ну, это вообще круто. Да. Так, вот яблоко я увидел. Или это груша? Это яблоко. Тут яблоко. 2 ряда посажены. Они посадили предыдущие хозяева. Я так понимаю, они хотели на продажу, но получилось больше для себя, потому что цикл обработки не совпадает с черешней. Угу. А что за сорт? Сорта все рассказали хоть какие где? Рассказали, но не показали. Люди как будто убегали, да, такие? Да, Все. ну реально, они Дайте бабосы, мы поехали. Они в Крым уезжали, у них там прям горело все. Да, вот, к сожалению, бывают такие истории, когда вот резко-резко все кругом бегом. Да. О, еще я вижу, что это абрикос. Это персик, их буквально 10 деревьев, Нифига тоже вот себе. чисто для себя. Нифига Покушать. себе. Ну, собирали вы здесь? Это уже спел он или мне кажется? Он уже спелый, у нас работники, мальчишки уже Да, приходили. бля, капец, спел уже, действительно. Ай, там дальше слива посажена и чернослив. Вот там можно урожай получить с них. Но я, в принципе, когда просчитывала вот экономику всю, я вот эти деревья вообще в расчет не брала. Я знала, что они есть, их небольшое количество, но я считала экономику полностью без них. Блин, у меня вообще прям я в шоке. Действительно круто. Да. И сейчас хотите, самое главное, это все продать. Я больше хочу. Только вот в связи с тем, что, ну, посчитали, да, что есть желание и возможность заняться большим объемом. Да, Просто тупик по расширению, да? потому что если вот только этот бизнес, то мне невыгодно тот бросать, который у нас сейчас есть А если бы уже по деньгам. Если будет больше, то я уже смогу полностью переключиться, полностью переехать в Краснодарский край. Мне бы, в принципе, хотелось. А, вы еще сами хотите именно сюда переехать? Да, конечно, у вас тут климат лучше. Серьезно? Мы наоборот хотим убежать куда-нибудь, где попрохладнее будет. Потому что Нет, здесь тут реально хорошо. жара, духота. У вас хоть, ну, более-менее такая мягкая какая-то температура. Летом 25 где-то в среднем, да? Ну, в этом году, понятно, там тоже коллапсис происходит. Ну да. А так обычно все более мягче. Зимы такие прям, зима лютая. Зима лютая, летом не купаемся. Вот как-то не очень весело. Мы наоборот хотим так, чтобы не это. Нам реально вот эта жара, ну вот Кому солнце что? всё. Действительно. Ну а новый сад. Это вы будете искать уже, скажем, то же самое, уже какой-то готовый проект, либо же полностью закладывать? А уже буду смотреть. Если найду готовый, то я, конечно, готовый, потому что выгоднее получается. Ну, у нас ресурс самое главное какой? Время. Да. Вот. Если я могу купить вот эти вот 5 лет за деньги, то почему бы этим не воспользоваться? Первые 5 лет просто с ней работаешь, ничего, Но собственно. там вот
некоторые сорта начинают на 3-й год, допустим, плодоносить. Но это вот маленькое деревце, но сколько на нем будет? Ну, И для 3 того, килограмма. чтобы дереву хорошо развиваться, говорят, надо вот эти цветочки даже обрывать, чтобы вот все силы дерева пошли на рост. Поэтому какой-то более-менее урожай, который хоть как-то можно продавать, это вот с 5-го года. А в таком случае какая окупаемость? Если вот с нуля Да. сажать, Мгм. но я тогда считала, что вот 5-й год, 6-й год ни о чем. Ну, то есть к 8-му году где-то, если сажать самому. Ну, зато еще и детям останется. Так и Плантация. этот останется. Вот это куда денется? Этот 8 лет ему, а всего 25 где-то они работают, 30. Ну, 25 работают, так 25 дерева отработала, посадила новое. Ну, опять же, Земля-то никуда не денется. опять же время ты будешь тратить. Опять же 5 лет вот этих на разгон, получается, самого дерева. Ну, можно тогда землю просто как сельхозку продать, не как сад, а как сельхозку, и купить уже готовый. Или в это время заложить. Еще дополнительно. Ну, то есть да. можно же, я не знаю, купить где-то рядом такой же участок и закладывать начинать не когда у тебя тут уже все деревья старые, а там за эти 5 лет заранее. Действительно. Я так понял, вот эта фирма занимается продажей здорового питания. Производство и продажа. Производство. Да. Мгм. То есть вы что делаете? Компоты, соки или что? Не, у нас льняные каши, гранолы без добавления сахара, печеньки тоже без сахара, дрожжи шоколадные тоже без сахара. В общем, у нас все максимум натуральный состав, без сахара. Вот такая вот продукция. Но это специфика, наверное, больше продукция вся уходит на Москву, ну на москвичей. Нет, по всей России, Белоруссия, Казахстан. А в Москве, наоборот, мы мало представлены. Ну, у нас там просто был контракт, и мы не могли поставлять помимо этого контракта другим в Москву. И мы активно развивали другие регионы, а в Москве надеялись на дистрибьютора. Вот только сейчас сами стали развивать рынок Москвы. Поэтому, наоборот, по Москве просадка, хотя А там я наоборот потенциал думал, большой. ваша основная вот эта аудитория, это москвичи, все за ЗОЖ, за здоровое питание. То есть это какие-то продукты, которые исключительно люди вот сидят на них и именно ими питаются. Да не обязательно. У нас покупатели, как и вот такие вот, которые прям зожники, так и Вот. обычные люди, которые там, я не знаю, мамочка в декрете. Она понимает, что она хочет сама похудеть после родов. Она хочет там своим детям давать что-нибудь вкусненькое, но при этом полезное. Всякие разные люди покупают. И продаваться сейчас стало уже не только там в специализированных ЗОЖ-магазинах, А а в везде, том да? числе в обычных магазинах, да. С кем-нибудь с Озоном, там, Валберисом, ну вот эти интернет-темы. Озон, Вайлдберрис, да. Работают. Есть, да, ваши продукты? Да, Древо жизни и Сладень у нас 2 торговые марки. Прикольно. А сам завод, ну или производство где находится? В Иваново, ну, в Иваново, Ивановском районе. Я думал, там только вот постельное белье в Иваново. Мы, кстати, когда ездили, ну действительно, там очень много швейных вот этих Ну да, мастерских. да. То есть с таксистами пообщались. Ну, кто лучше всех город знает? Нам вот и сказали, что в основном все специализируются именно там, на пошиве и так далее. Везде там в гостинице постельное белье продается. Анна, это все один и тот же сорт? Это, да, по-моему, он же. Есть еще Наполеон розовый, но я их вот не сильно пока еще научилась отличать. Может быть, это розовый, потому что вот он слегка посветлее. Вот наверняка общались с агрономом. Где-то бывает встречаешь вот такую вот песню. То есть где-то чуть-чуть ягодка гнилая. Это что? Это типа норма у ягоды или Это просто... переспевает? Нет, не переспевает. Это просто те, которые нам продали сад, сказали, что сделали все обработки, а их на самом деле не сделали. Не сделали вовремя обработку? Да. То есть нужно было обработать фунгицидами какими-то? Это обрабатывается, ну, я там не помню, когда, у меня все расписано в тетрадке. Там что-то обрабатывается до цветения, что-то после. И там, естественно, уже за месяц, по-моему, до начала сбора уже ничем нельзя обрабатывать, чтобы ягода была чистая полностью. Вот. Они этого не делали, потому что. Ну, потому что, скажем, продаем зачем? Пускай Да. новый собственник уже Да. мучится. А вот это что справа растет? Тоже, что ли, черешня? А это дикая черешня. Серьезно? Да, это вот как раз
А на таких, она же как, делается, берется дикая черешня и прививается культурным вот уже сортом. Вот это называется подвой антипка. То есть вот у нас на таких, в принципе, весь сад сделанный. Нужно сколько-то вот таких деревьев, типа на... Нет, ну это не деревья, это вот... я не знаю точно, как это делают. Я знаю, что вот на такой вот дикой черешне делается... Она съедобная? Лучше не надо, говорят. Я сама не пробовала, Сейчас если бы я честно. как но- дал бы ей, блин, антипки это, и лежал бы где-то у вас здесь в саду. Ля, еще грозди какие есть. С ума сойти. Ну это еще люди до сюда не добрались, я так понимаю. Да, Это вы за завтра всю ее соберете? наверное, нет. Блин, ну так жалко, ну вообще капец. Вообще капец, ну просто. Очень жалко. А самосбором не думали, вот, допустим, дать объявление? Думали, Так. только дали, дожди пошли, и по нашей дороге было людям не проехать. Сказали, подождите, сейчас дорога высохнет. Она высохла, вот такая вот вся, сами ехали. А люди ж на легковых едут. Ну а сейчас вот, например. Так вот вчера одни поехали, на полдороги развернулись и уехали. Ну как бы Назад. там и легковая, по сути, если потихонечку ехать. Он сказал, я дальше не поеду. А где... Сзади наш коптер уже летает. А где давали объявление о самосборе? Авито? На Авито? Да. Мне Соцсети пока- не развиваете? Мне пока просто ни на что больше не хватило. То есть Потому планируете, что, да? я говорю, я же сама и принимала вот это вот, взвешивала и все. И при этом у нас же жилья своего тут нет пока. И мы сняли просто, вот мы даже дом не смогли снять нормальный. На тот момент не было свободных. Пришлось снять комнаты в доме. А мы Серьезно? с 3 детьми сюда приперлись. Самому младшему 3,5 года, его вот хорошо бабушка с дедушкой забрали. Приезжали к нам в гости и забрали. Вот это вы вообще смелые. Вообще, ребята, вы смелые. Втроем с детворой. Пятером. Сколько? Пятером. Сколько стоит здесь жилье? Вот в какую цену снимали? Не, ну вот кто у нас снимают, наши работники, они там снимают 8, можно снять. То есть жилье тут недорогое, купить тоже недорого. Но так как нам надо было срочно и вот сейчас именно в этой локации, ну, мы снимаем как для командировочных там, сколько у нас, 20-ка вышла. Это квартира или дом? Нет, это Комната. 2 комнаты в доме. У нас здесь земля какая-то вот по составу. Опять же, соседка делала анализ земли. Медовая. Она именно для фруктовых очень хорошо, она сладости дает. Вот все покупатели, которые у нас приезжают, они говорят, что у нас самая сладкая ягода. Ну это точно. Я вчера тоже покупал черешню, когда ехал, и действительно скажу, что она не такая сладкая была. Но это еще не самый сладкий сорт. А это еще не самый сладкий сорт? Да, вот эти сорта еще не самые сладкие. Самые сладкие уже все. Блин, ну такая красивая ягода. А размер это вот весь у нее, ну скажем, такой средний? Или есть прям вообще? Не, были деревья несколько, которые с 5-рублевую, но и как мне агроном сказала, тут сделать обрезку, и она вся будет больше намного ягод. крупнее. Поменьше будет, да, но больше. Да. Мгм. Соответственно, вес будет примерно такой же, но за счет того, что ягода крупнее, продаж дороже. Но мы же здоровым питанием не просто так занялись, то, что вот у нас фирма по производству. Мгм. Конечно, всегда хотелось. В какой-то момент, наверное, когда старшая дочка родилась, я просто задумалась о том, что мы едим. Мясо едите? Нет. Есть. Я угадал. А почему не едите мясо? Вот мне вот интересно, почему? Не, ну лично я по таким, ну так скажем, по этическим, наверное, причинам. Ну я просто, когда была маленькая, Мгм. совсем маленькая, у меня, я выросла в поселке, у меня родители держали животных, там козочки, овечки, свинки, и мне поручали их пасти, овечек. Я их пасла, давала им имена, а потом их резали на мясо. Ну и что? Ну вот Вы Короче, добрая слишком, да? травма с детства, так А скажем. муж ест мясо? Дети? А муж, он уже вот, ему не настолько, наверное, жалко этих животных, он просто посмотрел на меня. Угу. Наверное, 2 года я не ела мясо, а он ел. Угу. Он посмотрел на меня, что со мной все хорошо. Потом, ну, дома у нас, я ему сказала, говорю, хочешь есть мясо, пожалуйста, или готовь сам, или где-то ешь, я готовить не буду. Строго. Вот.
И он говорит, я стал есть все меньше и меньше, и потом в какой-то момент понял, что там сходил с друзьями на шашлыки, и просто такая тяжесть от этого мяса. А, говорит, мне и без него хорошо, и зачем тогда? Вот это как называется правильно, кто не ест мясо? Ну, вегетарианцы. Вегетарианцы. Мгм. Я просто Не, помню, ну есть какие-то там разделения, я не особо вникаю. я когда работал в автосалоне, ну, машины продавал, у меня товарищ был, тоже менеджером работал. Вот он не ел вообще, то есть какие-то, он ел только вот, что условно с дерева сорвал там, зимой, понятно, там яблоки, бананы. Ну, А вообще сыроедом был? вот, да, то есть вообще ничего там, ни каши вот такое вот, чисто вот это. И говорил, мне всегда пример приводил, говорит, вот возьми ты, не знаю, вот голодный ты там, возьми тебе вот яблоко положи, ты, слюна потечет, я говорю там, ну, допустим, там, да, потечет. А мясо, говорит, кусок сырого положи, у тебя типа это. И всегда подкалывал, что там, если мы обедали, он всегда говорил, что трупятину едите. Ну, типа, трупиков каких-то. Ну, это опять же, я не знаю, как с научной точки зрения это объяснять. То есть все же едят мясо по общей этой массе. Но я по себе поняла, что я без мяса себя чувствую замечательно. Я родила 2 детей без мяса. Я их выкормила грудью каждого по 2 года. И все замечательно. Дети мясо вообще не пробовали? Ну и почему? Пробовали, у нас же бабушки, дедушки. Ну, моя мама не ест, кстати, мясо. Вот, а у мужа родители едят, ну, так иногда дают. Ну, Но опять же, сейчас и мясо трудно найти нормально. В основном-то Да. вот действительно это не Да. мясо сейчас продается. Тем более в больших мегаполисах там оно с виду мясо, а по сути это не мясо, непонятно какое. Это не наше вот какое-то там с деревни, с домашнее там. Еще что-то, может быть, хотите, что-то вот там, предысторию, не знаю, там. блин, еще один крюк. А вот за ними постоянно будете ходить собирать. Да? Давайте мне. За ними постоянно будете ходить их собирать. Да, тут вам только внедорожник нужен. Не, сюда покупатели на газельке заезжают. Да? Нормально. Сюда только надо вот, ну, я имею в виду самим, чтобы добираться. Ну, самим, да. На УАЗике, наверное, трудно, да? Не, Или ну УАЗик, привыкли? он же полноприводный. Ну, в смысле, само управление трудно. Да ладно, весело. Нет, чуть-чуть покататься на нем может быть и весело. А когда, ну, хотя вы говорите, если вы любите жару, Не, у нас кондиционер. С кондиционером? Есть. Да. я просто увидел окна опущены, думаю, вот это там жара сейчас, вот это вообще хана. Ля, как тут отсюда все видно. Отсюда даже поле наше, наверное, видно. У нас Северская находится. Ну, вот как на Краснодар идете, Ну, мне кажется, не, северская. Да, А у вас там рядышком. чего? клубника. А, клубника. Да, мы в теплицах клубнику выращиваем.